Итак, прямо сейчас мы находимся в лаборатории. На самом деле это новая лаборатория, которую я собрал, и я использую ее в основном для производства икры и культивирования. Таким образом, я могу частично сгрузить другую лабораторию, которая в основном используется для инокуляции и вроде как просто делать больше и иметь возможность опережать события. Итак, сегодня мы стерилизовали несколько жидких сред для инокуляции жидких. Таким образом, он действительно может охлаждаться прямо перед стерильным потоком воздуха, поступающим от фильтров КЭП. На этом этапе мы можем разгрузить его и начать переносить в ткани свежезаселенный агар, чтобы таким образом вырастить наш мицелий. Итак, мы просто сбросим давление в камеру. Это позволит избежать избыточного давления внутри наших стерилизаторов. Все в порядке. Так что да, в этих баночках у нас 500 мл нашей жидкости. Так что это просто питательный жидкий бульон, который мы можем использовать для размножения мицелия. И, конечно же, каждая банка оснащена магнитной мешалкой, так что мы можем использовать ее для перемешивания мицелия и его дробления, позволяя вводить его через шприц. Прежде чем приступить к работе, я просто наклею этикетки на банку. Это поможет убедиться, что все продукты снабжены этикеткой. Я думаю, самое худшее, что может случиться, это сделать прививку одному из этих штаммов без надлежащего КЭП, а через несколько недель обнаружить, что это был именно тот штамм, который тебе не нужен. Так или иначе, это не было задумано, и это могло быть для вашего, ну вы знаете, приготовления определенного субстрата или определенного рецепта, и вы просто не поняли это правильно, потому что просто не знали. Так что да, эта лаборатория очень похожа на мою предыдущую лабораторию. Они обе работают под положительным давлением. Единственное отличие заключается в том, что фильтры КЭПа в основном рециркулируют уже отфильтрованный воздух в этой комнате. Таким образом, воздух поступает с помощью блоков фильтрации КЭПа размером 2 на 2. Все, что оснащены предварительным фильтром, пропускают воздух из соседней комнаты. На самом деле они пропускают ультрафиолетовый свет, который убивает любые бактерии. Затем они проходят HEPA-фильтрацию. Как только они попадают в эту комнату, они фактически рециркулируют через эти HEPA-фильтры, так что воздух становится очень чистым. Это также создает положительное давление в помещении, так что любая пыль и загрязняющие вещества выдуваются наружу, а не попадают в это помещение. Помещение в основном предназначено для выращивания жидких культур и производства икры, поэтому в стену встроен портал. Это горизонтальный автоклав, который можно загружать с противоположного конца и выгружать прямо здесь, прямо в лаборатории, в чистой комнате. Так что это просто помогает в производстве икры, поддержании чистоты, а также, да, просто значительно упрощает процесс. Кроме того, мы можем просто хранить здесь чашки Петри и прочее, так что у нас есть несколько стеллажей. Мы также можем хранить колонизирующие культуры. Кроме того, у нас есть некоторые питательные ингредиенты, которые мы можем использовать для приготовления определенных рецептов жидких культур. Агара, наклоны и все такое прочее. Так что эта комната отлично подходит для этого. У нас также есть несколько таких небольших автоклавов. Все они созданы американцами и отлично подходят для стерилизации небольших количеств культур, жидких сред или агары и тому подобное. Так что на самом деле комната просто эта лаборатория действительно помогает мне снять стресс. Потому что я могу прийти сюда, пока работает другая лаборатория, и просто начать работать. А культурах, и вы знаете, что я действительно погружаюсь в работу, которую мне нравится делать. Так что да. Но в целом обе лаборатории очень-очень хороши в том, что касается выполнения необходимых работ и тому подобное. Все в порядке.
Я просто добавляю в эти тарелки хорошую giving дозу these спирта, plates чтобы just a nice убедиться, что они douse of красивые и alcohol, чистые. make sure that they're nice and clean. Так So что I'll я just просто loosen up my хорошенько lids real приоткрою nice. крышку. Так вот, So it's a это plastic пластиковый cap колпачок с отверстием для with инъекций. an Так injection вот, port. это So it's a self-healing самовосстанавливающееся injection port. отверстие для After you инъекций. После inoculate того, как вы or сделаете inject the needle прививку into it или and remove введете в it, него the иглу и hole удалите will ее, close он up. закроется. And also В has нем a также syringe есть filter фильтр that для allows шприца, adequate который gas exchange обеспечивает during the адекватный colonization. газообмен во время колонизации. Я просто Take возьму my свой скальпель scalpel, и слегка смочу рукоять. douse the handle just a little bit. Просто сними that lid крышку, off. просто прикоснись к скальпелю посередине, и он мгновенно остынет. Just touching the scalpel in the middle, it cools it down instantly. Затем перенеси жидкую культуру на Move the магнитную liquid тарелку для culture to the перемешивания. magnetic stir plate. Мы можем We can kinda слегка swirl, перемешать, give a чтобы nice mix, получилась приятная agitate смесь, the перемешать bit of кусочек mycelium мицелия, that was placed который in был there, hoping that little помещен. Надеюсь, fragments что of маленькие mushroom фрагменты mycelium break грибного and мицелия swirl throughout the разрушатся и liquid, закрутятся по всей жидкости, increasing the увеличивая growth rate скорость of роста the mushroom грибного мицелия. mycelium. Хорошо, Alright, so итак, все all the прививки inoculations сделаны. И have на been данный done. момент мы можем поместить And наши at this жидкие point, we культуры can сюда для колонизации set our примерно liquid на неделю. cultures И мы просто up here будем to проверять их colonize каждый for день, смешивая about по a мере week. необходимости. And we'll just check on them every day, mixing as needed. Как только And произойдет once full полная colonization колонизация, мы сможем occurs, we начать can извлекать start жидкую культуру в extracting the шприцы liquid и culture хранить их into для дальнейшего syringes использования. and storing them for future Или use. же мы могли Or бы we could просто also just поместить put the всю whole банку jar прямо в right into холодильник, cold и это storage. сохранит That'll keep the liquid жизнеспособность culture жидкой viable культуры в течение for several нескольких months. месяцев. I've seen Я them go видел, for как они well over a хранятся year, больше года при just as условии, long что as they're они stored хранятся correctly. правильно и So they last прослужат quite a while. довольно долго. И мы можем увидеть некоторые из них And we на can стадии see some полной at full колонизации. colonization. На This was самом actually деле это inoculated растение March было привито 13th. 13 And I'll марта, just come и я to it просто and подойду к нему take some и возьму liquid немного жидкого мицелия mycelium по as мере needed. необходимости. На This is самом actually a деле это shiitake гриб mushroom. питательный. This is the Это гриб 3782, 3782, and и да, это yeah, just a действительно really полезная healthy культура. culture. Одна One из of the вещей, things на that I которую look я for in the обращаю liquid внимание в culture is жидкой the культуре, это то, насколько она how мутная cloudy и is можно it ли and сквозь can нее you see что-то through it. видеть. Так So что, в basically I принципе, я can really see действительно through могу the видеть сквозь liquid, жидкость, за исключением except for the мицелия. Но mycelium. если вы But if you kind of видите, see как like a начинает milky появляться cloudiness молочное start to помутнение, occur, то then это, that's скорее most likely всего, a bacterial бактериальное contamination. заражение. Жидкая Liquid culture is культура – это very очень tricky if сложная you don't задача, have если у вас нет proper надлежащей shell стерильной technique to техники work with для it, работы с ней, because it's something потому что that вы you не won't find сможете out определить, if является it's ли она not, зараженной if или it's нежизнеспособной. contaminated or if it's unviable. Ты You действительно really не can't find out сможешь until этого you узнать, inoculate пока it не with сделаешь it. прививку. Так So что, it возможно, не might not be стоит something to возлагать put a lot большие of надежды на hopes крупное into for производство, like если вы только big начинаете. production if you're just starting out. It might Возможно, be best лучше to start всего with начать like с работы working с on agar агаром и иметь and being able to возможность see the наблюдать, как mushroom грибной mycelium мицелий растет grow прямо out на красивой right on a маленькой nice little двумерной two-dimensional поверхности, такой surface, как such as хороший a затвердевший nice агар. solidified agar. Так So вот, это другая this is жидкая a культура. different liquid culture. Это This еще is одна another культура P101. пиопина, и мы видим, что We она can see that this полностью one's fully колонизирована. colonized. В A lot of the большинстве times you'll start to случаев на see a поверхности mycelial жидкости mat образуется develop on the мицеллиальный surface слой. of the liquid. Его This can можно just be просто повторно перемешать. re-agitated. Так So, что если like, я if воспользуюсь этим I прямо were to use сейчас, this right now, давайте посмотрим, получится ли у меня это. let's see if I can get that. Итак, So I would я бы just просто basically взбалтывал simply мицелий, agitate the помешивая его на mycelium by магнитной вешалке, и stirring я it могу on a позволить этому magnetic stir plate. происходить примерно от And I can 30 let that happen секунд до for минуты. about 30 seconds to a minute. Чем The дольше longer я I let it позволяю happen, the этому more the происходить, mycelium тем больше can be broken разрушается down. мицелий. И From оттуда there, it его can можно просто be sucked right засасывать into прямо в syringes, шприцы, or или you вы can даже even можете open up the открыть jar банку и and pour высыпать it его directly прямо в into субстрат или substrate зерно. or grain. На самом деле Really, вы you should only должны be using использовать liquid culture жидкую for культуру grain только spawn для посева inoculations, and зерновой then from игры, there а you затем can go оттуда вы to можете a перейти к substrate of your субстрату по choice вашему выбору or или of the желаемому desired качеству. species. Виды. В So, таком случае это then this is жидкая a культура turkey tail хвоста liquid culture. индюка. На самом This is деле actually этому about a фильму week около old. недели. Turkey Индюшачий tail хвост is один из one of самых the быстро fastest колонизирующихся colonizing видов mushroom грибов, с species that которыми I've мне worked with. приходилось работать. Usually seeing it Обычно taking мы over liquid наблюдаем, как он culture or поглощает grain жидкую spawn культуру, or зерновую substrate икру или within a субстрат matter в of 5 течение
течение 5 to 5-6 6 дней. days. Итак, So it's это a very очень quick быстро developing развивающийся мицелий, mycelium, немного a little медленнее bit slower of плодоносящий, a но fruiter, это очень but it's известный a highly лекарственный renowned гриб. medicinal mushroom.
Это отличная книга, которую можно добавить в свою библиотеку или просто хранить в аптечке.